Всем привет! Сегодня 4 марта и второй день Великого Поста. Где-то год назад я делал похожий отказ от еды и от воды сроком до 16 дней. На этот раз я попробую побыть в этом состоянии немножко дольше, поскольку в прошлый раз закончился очень позитивно. И я вышел из 16 дней отказа от воды, просто потому что почувствовал, что пора выходить не по физическому состоянию, не по каким-то измененным состояниям, а чисто вот для себя как-то что-то, какой-то внутренний голос подсказал, что пока хватит. Посмотрим, что случится в этот раз. Я пока ничего не прогнозирую, сколько это будет дней, сколько будет, столько и будет. По крайней мере, я стараюсь всегда Великий пост использовать это время полностью для себя, поскольку чаще я занимаюсь кем-то другим, когда ко мне люди приезжают и пробуют отказываться от еды и от воды. Хотя в эти ситуации обычно для поддержки некой я тоже полностью отказываюсь от воды. Вчера я сделал традиционную чистку Шан-Пракшала, но я всегда обычно ее делаю перед длительными отказами питания. И с сегодняшнего дня уже начинается полный отказ от контакта с водой. Конечно, когда находясь на природе, я не смогу полностью не контактировать с влажным воздухом, например, со снегом, поскольку я хожу чаще всего босиком по улице, и ради даже отказа от воды не собираюсь одевать обувь или что-то такое, валенки или сапоги. Но это будет такое минимальное касание тела с влажной средой, поскольку тело и кожа и так, в общем-то, через дыхание, через поры кожи впитывает влагу и тем самым насыщает и удовлетворяет свои потребности. И что я заметил, что чем чаще ты это практикуешь, тем проще нашему телу начать альтернативное такое питье. Тем проще влаге проникать и усваиваться в организме, поскольку даже когда ты полностью не пьешь, в туалет ты все равно ходишь. Вроде уже кажется, что там на 10-й день, на 15-й ничего нету, а нет, все нормально, есть чему выходить, и водичка в небольших количествах выходит. Очень полезно не только отказываться от еды, но и от каких-то негативных состояний. И отказ от приема пищи, он просто помогает тебе почаще вспоминать об этом. Хотя бывает у людей, что отказ от еды вызывает, наоборот, некое такое состояние раздражения, угнетенности. Но это как некий колокольчик, некий звоночек, что есть повод, значит, что-то у тебя не так, и с этим можно что-то сделать, ты можешь просто поменяться и неким образом испарить вот это состояние раздражения, обиды, гнева состоянием любви. То есть оно как солнышко осветит влажную или мокрую поверхность, лужу, которая просто испарится и исчезнет. Обычно я в начале таких действий сбриваю бороду, тоже как некий символ, просто так, в виде некого развлечения. И по отрастающей бороде тоже можно будет видеть движение времени, и как человек меняется. Пару слов хочу еще сказать о своем режиме питания. Как-то в последнее время я перешел на, можно назвать, 4-разовое питание. Понедельник, среда и пятница я полностью исключаю любой вид питания. В понедельник это еще происходит на сухую. И плюс 2 раза где-то в месяц есть такой пост Экадаши, который
я тоже соблюдаю, и он часто совпадает с какими-то из этих дней отказов от еды. И получается, что питание происходит где-то 3-4 раза в неделю. Ну и питание, конечно, это не в виде каких-то там тарелок с кашами, там, макаронами или картошкой. Вот это буквально чаи, отвары, медок, овощи, фрукты в небольших количествах, орешки. Просто еду использую в качестве некого такого позитивного элемента жизни. Вот как мы, например, радуемся солнышку, радуемся дождику, радуемся ветру, радуемся отсутствию ветра. Также и иногда можно порадоваться ощущению в вкусовых рецепторах. Очень часто отказ от еды вызывает чисто психологические отторжения, поскольку у нас отбирают нечто самое ценное. Потому что едой мы часто заедаем какие-то трагедии, конфликты, расставания, обиды, стрессы. Мы заменяем, то есть эту ситуацию, стараемся уйти от нее в пользу какой-то другой, чтобы просто об этом не думать. А когда лишаешься этого, то есть чувство голода заесть невозможно, поскольку априори заявляется, что ты не ешь. Ты просто уже начинаешь расставаться с этими заменителями. Ты становишься в таком чистом, ровном состоянии, где тебе не нужны никакие замены, не нужны никакие сублимации. Ты просто очень тихий, самодостаточный, в таком состоянии тишины и покоя. Из этого состояния очень становится очевидным состояние твоего тела, твоих мыслей, ума. Также становится очевидно состояние других людей, которые пытаются тобой манипулировать. Также ты видишь, как ты пытаешься какими-то претензиями часто манипулировать людьми. И все это начинает наблюдаться как некая игра с некой перспективой. И если ты в нее не вовлекаешься, то это действительно такая игра жизни, доставляет наслаждение, радость. Ты и не заигрываешься, и соблюдаешь некие правила игры, стараясь как-то не омрачить также другого человека, если в этом нет необходимости, конечно. И ты принимаешь правила этой игры, и, в общем-то, играешь ее часто очень искренне и по совести. У нас вот есть в нашем сердце, в духовном сердце, просто правила, которые в христианстве называются заповеди Божии. В йоге это яма не яма. Но все это называется совестью. Когда мы начинаем жить по совести, действовать по совести, тогда жизнь меняется практически на 180 градусов. Наблюдайте, смотрите эту игру, но не забывайте о своем «я», о своем состоянии присутствия здесь и сейчас, из которого, в общем-то, и происходит наблюдение за всей этой жизнью, за тем, что происходит, за собой, за другими. И ты находишься вне всех этих перспектив, вне этих контекстов, как некая точка наблюдения. Это состояние очень красивое, и кто его пережил, переживает, наверное, понимает, о чем я сейчас говорю. Всем удачи, до связи. Сегодня второй день отказа от еды, от воды. Самочувствие замечательное. Пришлось сегодня так побегать по городу, поездить на машине, кое-что тяжелое потаскать. Я в этот раз пытаюсь неким образом сделать медицинские какие-то показатели и меряю давление. То есть сейчас давление у меня где-то 120 на 80, то есть абсолютно в норме. Пульс чуть-чуть учащенный. Если раньше он где-то так в районе 60-65, сейчас ближе к 80. Ну, это нормально, кровь начинает загустевать, то есть там идут свои процессы, еще и очищение будет, так что к этому надо отнестись очень спокойно. Ну и поскольку я это делаю очень часто, то зашлакованность, как чувствуется, небольшая, и все эти процессы проходят очень легко и спокойно. Тем более я всегда рекомендую, когда вы отказываетесь от еды, от воды, не
залеживаться, потому что многие считают, что если голод, все такое, надо лежать и не двигаться. Ничего подобного, надо двигаться еще и больше, желательно больше двигаться. Во-первых, в движении у вас будет больше дыхания, через дыхание идет очищение, через проток крови, то есть если вы будете двигаться, вы будете быстрее чиститься. И если какие-то есть неприятные симптомы, они просто пройдут быстрее. Поэтому по состоянию самочувствия, здоровья, если, конечно, плохо как-то себя чувствуете, но хотя бы ходьба, прогулочки, легкие прогулки неторопливым шагом. Если чувствуете какие-то более скрытые такие возможности по энергии, можете делать даже какие-то легкие пробежечки или быстрым шагом ходить. Если не хватает и чувствуете, что можете еще, делайте зарядку, гимнастику и можете даже давать какую-то нагрузочку. На сухом, конечно, лучше все-таки нагрузки поменьше. Если у вас идет отказ от еды с водой, тут развлекайтесь по полной. То есть тут нет никаких ограничений. И многие даже замечают, что показатели физически улучшаются. Но я это и по себе тоже замечаю, что энергии становится намного больше. Ты становишься каким-то таким живчиком, очень подвижным, перетекающим, переливающимся, все успеваешь делать. То есть тело, как будто в него вставили какую-то батарейку или аккумулятор, и с такого, с некой вышки, с некого возвышения за всем за этим просто наблюдаешь, как двигается тело, как, что происходит внутри. Сегодня третий день отказа от воды. Я только что приехал в это прекрасное место, в Карелию, в наш медитационный кемпинг-остров, где я буду продолжать отказываться от воды. Здесь тихо, спокойно, в этом пространстве очень легко проводить отказы от воды, от еды, ну и вообще быть в очень тихом состоянии. По состоянию тела все просто великолепно. Сегодня третий день, и нет никаких ни интоксикации, ничего. Ну, в принципе, эти этапы уже давно пройдены, и, в общем-то, как обычный день. Причем пришлось сегодня довольно-таки сильно физически нагружаться, затаскивать на машину, там и фанеру, и велосипеды, и рамы, и прочие стройматериалы. Сейчас еще надо будет еще и разгружать. По медицинским показателям тоже абсолютно все в норме. Давление замечательное. Немножко участился пульс по сравнению с тем, что у меня был. Он, в общем-то, уже так возрос. Ну, это, в общем-то, в норме вещей, это часть процесса. Сегодня четвертый день. Самочувствие замечательное. С утра встал, померил давление. Абсолютно в норме. Более того, понизился пульс. И я даже решил проверить, как это будет выглядеть под нагрузкой. Поподтягивался на перекладине, сделал пробежечку, поотжимался. Соответственно, пульс у меня ушел до 100. И буквально через несколько минут мерил давление по новой, и пульс опустился до 74. То есть восстановление организма происходит очень быстро. Самочувствие намного лучше, чем, наверное, в предыдущие разы. Правда, всего лишь четвертый день, но ощущение и самочувствие очень хорошее. Сегодня пятый день сухого отказа от воды, от еды. Помимо того, что сегодня пятый день, сегодня также 8 марта. Поэтому я поздравляю всех женщин с праздником весны. Созвучия вам, радости жизни, счастья и всего самого наилучшего. Пока по состоянию здоровья у меня все замечательно. Кризов пока не предвидится. Но это, в принципе, на пятый день может и не случиться, когда уже довольно-таки давно это практикуешь. Если честно, то я вообще в последнее время не замечал кризов на
сухом отказе от воды. Даже когда у меня было 16 дней, я, в общем-то, все время чувствовал себя очень неплохо. Да, когда были довольно-таки интенсивные нагрузки, было учащенное сердцебиение, легкая такая слабость, но не более того, не было каких-то жутких головных болей, каких-то состояний негативных. Ну, может, потому что я радуюсь любым состояниям, и позитивным, и негативным, поэтому я их как-то, может быть, особо не замечаю. Только на улице очень сильный ветер, дождь, мокро, скользко. Я сегодня с утра бегал, и приходилось бегать не по тропинкам, а буквально по снегу, поскольку снега у нас еще здесь много, чтобы не поскальзываться. Также я не изменяю своим привычкам заниматься с телом, подтягиваться на турничке, немножко отжиматься, но все в пределах, конечно, разумного, не в качестве сейчас какой-то накачивания мышц, да, а просто поддержание формы, и более того, на движении быстрее уходят шлаки, токсины, если они как-то образуются. Ну и плюс помогает, конечно, дыхание, поскольку оно становится наиболее интенсивным. Ну и заметил также, что с каждым днем, поскольку я с утра встаю, в общем-то, сажусь в медитацию, я практикую медитацию дзадзен, такая молчаливая сидячая медитация, с каждым разом все глубже и красивее становятся все эти медитации, все тише состояние. Я помню по прошлому разу, что были даже дни, когда мне очень не хотелось вообще общаться, говорить. Сегодня 6-й день отказа от воды. В принципе, то, чем я сейчас занимаюсь, это даже как-то не диета, в меньшей даже степени очищения организма, а в большей степени все-таки это действительно состояние поста. Когда ты глубоко входишь переживания свои, мысли, смотришь, что у тебя в голове, насколько ты тихо, спокоен, насколько внутри тебя все светится добром, благодарностью, счастьем, а не претензий к тому, что ты не ешь и не пьешь. Но здесь не может все не светиться этими позитивными моментами, поскольку прекрасное место, свежий воздух, отличная погодка. И с каждым так называемым сухим голоданием происходит все более глубинная трансформация. С каждым разом легче переживать вот эти состояния, они уже не приносят никакого дискомфорта, поскольку организм становится чище, и каждый раз проходит все более и более на позитивных каких-то тонах. Конечно, обязательно, что я хочу отметить, что делайте, если кто-то будет этим заниматься, делайте это все постепенно. Начинайте с небольших сроков. Перед этим желательно, конечно, почиститься. Потому что самое главное — это не навредить. У нас организм, наше тело, оно обладает огромным потенциалом самоисцеления. Если вы где-то порезались, вам ничего не надо делать, кровь восстанавливается сама. Если вы сломали руку или ногу, доктор вас не лечит, он только соединяет кости, накладывает шину, все происходит само собой. И также и сейчас, когда ты не ешь, не пьешь, организм самоисцеляется, трансформируется, становится таким, каким он должен быть. Приходит в свою некую изначальную форму, свое состояние, ну, в общем-то, истинного здоровья, когда ты очищен от всех шлаков, токсинов, от того, что тебе не нужно. И очень важный, конечно, момент, что после того, как это все закончится, ну, если вы после отказа от воды потом начинаете постепенно выходить и начинаете есть, то уделяйте внимание той пище, которую вы будете принимать, поскольку она сформирует уже вашу микрофлору и, в общем-то, ваше дальнейшее состояние и тела, и здоровья.
Ну а наша, в общем-то, основная пища, как все больше и больше и медики приходят, и ученые к тому, что все-таки мы не хищники. Все-таки мы больше плотоядные. У нас даже есть, в общем-то, в нашем теле аппендицит, который нет ни одного хищника. Это только присуще плотоядным. Поэтому всем удачи, любви, понимания. Берегите себя, любите свое тело. Ну вот, сегодня ровно неделя, 7-й день. Можно сказать, как некая черточка, некая грань, прошел такой первый этап. Поскольку число 7, оно вообще такое довольно-таки сакральное и подразумевает под собой изменения. Например, когда идет 7 нот, и все они сыграны, начинается опять та же нота, но уже на другой октаве. Ну, это касается многого, там 7 дней в неделе, 7 цветов радуги. Ну, можно привязать ко многим таким интересным вещам цифру 7. Это такая, как некая инициация. Конечно, чем больше этих отрезков, чем больше этих инициаций, тем, в общем-то, ты больше трансформируешься. Через 7 лет меняется у человека кровь, много чего происходит. Поэтому я, когда был в темном ретрите, я сидел там 7 раз по 7 дней, 49 дней. Вот. Ну и поскольку сегодня такое какое-то санаторное состояние, не хочется ни работать, ни делать ничего, я просто отдыхаю. Решил устроить себе праздник, вот здесь поваляться на солнышке, наслаждаться видом, ветерком, погодой. Самочувствие, ну, нельзя сказать, что совсем уже замечательное, да, поскольку при резком вставании есть легкое головокружение, поэтому я сейчас стараюсь вставать постепенно. Сегодня взвесился, вес где-то ушел на 6 так, где-то килограмм с начала поста, с 3 числа, как я начал чиститься. Пульс тоже очень так интересно себя ведет. В большей части он, конечно, завышен. Вот. Но иногда вот по утру, по просыпанию, когда я делаю все замеры, он такой в районе 50. Давление тоже так непредсказуемо абсолютно. Подвигаешься, поднимается, когда лежишь, абсолютно нормально. Все остальные показатели тоже в норме. Язык слегка белый, но не особо обложен, хотя во рту такое ощущение, ну скажем так, не очень приятное. Ну и как раз поскольку... Да, еще есть такая тема, появилась такая одышка, когда вот много поднимаюсь по лестнице. Я, например, вчера таскал фанеру на 2-й этаж, и 20 листов, 20 ступенек, очень неудобно ее таскать было. И после там 3 листов приходилось посидеть, отдышаться. Поскольку уж коснулись одышки, то хочу обратить ваше внимание, что когда вы отказываетесь от еды, от воды, будьте очень внимательны к дыханию, поскольку через дыхание вы и вдыхаете в себя свежесть, и в то же время вы очищаетесь, поскольку когда вы не едите, не пьете, ну, очищение происходит немножко по-другому, да, то есть моча все равно появляется, как тут ни крути. Но дыхание помогает вам очищаться, и вы можете неким образом регулировать это состояние, делать поглубже, может быть, вдохи, паузы, более глубокие выдохи. Можете использовать пранаямы, полное йоговское дыхание, очистительное дыхание. Есть такой метод рыдающего дыхания, очень хороший, очистительный тоже. Вот. Ну и, конечно же, самое главное, чтобы вы находились в позитиве и принятии. Отслеживать мысли, все, что происходит,
какие у вас появляются оценки, как эти оценки возникают из ваших привычек. Идите в такую некую изначальность, откуда вы наблюдаете и состояние, и себя, и весь мир. И все это происходит на фоне благодарности и радости. Сегодня 8-й день. Сегодня 9-й день, 12 марта. В этот день так уж случилось, что еще и пост Экадыши. Этот пост особенно популярен на Востоке, но и сейчас распространяется в наших местах, широтах. Самый сильный этот пост развивается сухой. Там есть варианты полегче, отказ от зернобобовых, но это вы все можете прочитать уже в интернете. Я очень рекомендую применять этот пост. Он, как правило, происходит 2 раза в месяц. Если вы даже 2 раза в месяц полностью откажетесь от еды, от воды, и, соответственно, будете в состоянии поста, не диеты, а именно поста, содержать ум, тело в чистоте, мысли, эмоции, когда они все наполняются прощением, любовью, тогда это действительно действует. Так что найти даты этих постов несложно. Они идут на 11-й лунный день после новолуния и полнолуния. О себе относительная норма. Учащенный слегка пульс, сердцебиение, особенно при нагрузках. И дискомфорт во рту, когда я говорю, когда и просто нахожусь, что, конечно, сухость, язык прилипает, чувствуется нехватка воды. Никаких кризов, детоксикации нету. Тело учится усваивать влагу альтернативным способом. Я это чувствую, вижу, поскольку в туалет все равно по-маленькому хожу. Влага откуда-то все-таки берется, и мне кажется, когда ты ходишь, в общем-то, или без одежды, или в такой легкой, несинтетической одежде, телу намного проще усваивать влагу, влажность из атмосферы, а ему деваться некуда. Так что десятый день сегодня. Вчера приехала Элина. Уже не будет такого уединения, но будет полегче, как-то вдвоем повеселее. Самочувствие нормальное. Сейчас как раз ходили гулять. Все замечательно. Вот это 11-й день без воды у Марги. Энергии в нем больше, чем в обыкновенном человеке, пьющем воду и едящем. Ну, не больше, но есть еще. Ого, уже треснул. Да, я бы такой пень не разрубила даже с водой и с питьем.
У меня ничего не осталось. Ну, чувствуется, так сердечко бьется, одышечка. То есть приходится делать небольшие паузы, чтобы восстановиться, отдышаться и опять продолжать. Колоть дрова. Мы сегодня должны приехать гости. Марга таскает воду для них. Сегодня 12-й день. Да, 12-й день. Самочувствие более-менее нормальное. Немножко подсело зрение, особенно вдаль, но вблизи стал намного лучше видеть, что у меня было совсем наоборот. Вот. Ждем гостей. Скоро к нам приедут. Ни хрена не хочется говорить. Сегодня 13-й день, живой, здоровый. Завтра будет недельки. Без фанатизма. Все хорошо. Побежал дальше. Сегодня у меня 14-й день отказа от воды. Прошло 2 недели. И тем самым закончился уже 2-й этап 7-дневный. И сейчас будет начинаться самое интересное. Когда я уже подойду к 16 дням, свой прошлый опыт. Потому что за ним я еще не знаю, что было до него, в общем-то, более-менее известно. И по показателям похоже, как у меня проходил отказ от воды в прошлый раз, так, в общем-то, очень похоже и в этот. Особенно вот эти перемены состояний, они все не критичные, не очень какие-то негативные. Но вот вчера я почувствовал, что просто начал оживать. То есть такое ощущение, что пошел какой-то поток энергии. И даже вот хотелось двигаться, не сидеть на месте. Перед этим у меня было такое немножко состояние очень слабенькое, и даже я как-то, скажем так, пропустил там пробежки, подтягивания, поскольку подхожу к турнику, хватаю за него, чувствую, не идет. Вот. Но вчера очень сильный был поток, и двигаться хотелось просто. Хотелось двигаться, гулял много, занимался. Вот, что хочется еще сказать. По своим ощущениям я увидел, что не надо делать резких движений, особенно когда ты встаешь. С утра проснулся, полежал, или если просто лежишь, встаешь очень медленно, постепенно, но потом начинаешь плавно разгоняться. Разгоняться, например, если ты хочешь позаниматься более динамично, в более каком-то нагрузочном режиме, то сначала лучше пройтись, прогуляться, потом убыстрить шаг, потом начать пробежечку, пробежался, продышался, почувствовал влагу воздуха в легких, потом уже можно делать какие-то более нагрузочные упражнения, или там отжимания, или подтягивания, но, конечно, следя за своим состоянием, за состоянием сердцебиения, поскольку сердце, конечно, стучит намного сильнее, чем обычно. Видно, что
похоже, что кровь загустела, и сердцу просто надо сильнее прокачивать эту загустевшую кровь. Но тем не менее, оно, наверное, тоже тренирует свои мускулы, свою мускулатуру, чтобы гонять кровь густую, и когда она будет более жидкой, сердцу будет намного легче. Марк, вот несколько таких вопросов. Скажи, пожалуйста, вот после чистки, когда ты входишь в сухое голодание, вот как связано между собой пракшалана, ты же делаешь пракшалану, и потом ты не пьешь, то есть это как-то, ну, между собой вообще коррелирует или взаимоисключающие вещи? Нет, это не взаимоисключающие вещи, только единственное, что хочется сказать по этому поводу, что после пракшаланы не надо сразу же входить в сухой отказ от еды, от воды. Поскольку после этой процедуры, поскольку там идет соленая вода, то организм обезвоживается. Поэтому я обычно делаю как? Делаю чистку, и в этот день, после того, как я сделал чистку, часа через 2, там где-то 2,5, я начинаю пить только воду. И в течение дня оставшегося, то есть с утра делаешь чистку, в течение дня выпиваешь вот эту водичку, ну, в пределах, сколько там обычно выпиваешь, литр, 2-3, у кого как. И на следующий день начинается уже отказ на сухую. Но в этот день я продолжаю пить, чтобы не было вот этого осушивания организма. И тогда вот оно идет очень хорошо, поскольку, ну, многие, кто пракшалану делает, знают, насколько после соленой воды хочется пить. Но чтобы не усугублять, а входить в это состояние так, более позитивно, то я делаю это на следующий день. Уже в этот день не ем, только остается вода. Желудочек, кишечник, все чистое, нет ни шлаков, ни токсинов, ну, по крайней мере, в желудочно-кишечном тракте, и все это не позволяет телу испытывать какие-то негативные состояния в виде интоксикации, там, депрессии, состояний каких-то, ну, таких очень вялых. Вот. Но, конечно, я говорю, что поскольку уже опыт такой большой, то с каждым разом все я вижу лучше, лучше и лучше. Марка, а какие ты можешь дать рекомендации, чтобы полегче переносить сухое голодание? Ну, в момент сухого голодания есть еще такое ощущение, что во рту очень неприятно, особенно на начальных стадиях, когда еще чистки продолжаются. Налет на языке, во рту такая клейкая масса. И есть такой очень старый способ очищения ротовой полости подсолнечным маслом. То есть берете самое обычное подсолнечное масло, делаете глоток и начинаете как бы полоскать и как бы жевать его. То есть прокачиваете сквозь зубы, сквозь язык. То есть в течение 20, ну лучше 30, конечно, минут вы это масло гоняете туда-сюда. Оно может даже загустеть. В этот момент оно все шлаки, все токсины, все яды с вашей ротовой полости убирает. Через какое-то время, через 20-30 минут вы это сплевываете, споласкиваете просто водичкой тепленькой, воду также сплевываете, и у вас рот довольно-таки чистый становится, и какое-то время у вас уходит вот это чувство дискомфорта. Поскольку понятно, что многие относятся вот к сухому отказу от еды, от воды очень уж категорично, да, что скажут, как так, ты же там в рот взял воды, там прополоскал. Не надо действовать из фанатизма, то есть, потому что вы этим фанатизмом можете загубить все на корню. То есть вам все равно нужен некий позитив, некое состояние более-менее комфорта, и вот в состоянии вот этой чистки вы можете себе облегчить жизнь. Раньше я как-то этого не использовал, просто совсем недавно вспомнил про такой метод, попробовал, и он мне очень помог. И хочется еще, значит, сказать по поводу, чтобы ваше состояние было также лучше и более позитивно, если у вас есть возможность, чтобы или кто-то вам бы делал массаж, или если никого нет, хотя бы делайте себе массаж живота. То есть чувствуйте, вот руки положите на животик, чувствуете, как там
кишочки, все, желудочек, поглаживаете вот это все. То есть тело, оно как-то хочет какого-то тоже контакта. И в частности, поскольку у вас больше всего задействован желудочно-кишечный тракт поначалу особенно, то есть массируйте живот, тело, можете просто потирать, массажерами какими-то пользоваться. И еще что хотел сказать. Раньше у меня очень сильно пересыхали губы, то есть просто чуть ли не лоскутами отваливалась кожа. А еще когда она начинает отваливаться, то хочется их покусать, снять эту кожу, и потом еще это все ухудшается состояние. Сейчас я сделал такую штуку, я просто начал слегка, иногда там раз в 2-3 дня смазывать касторовым маслом. И губы абсолютно нормальные, не сухие, то есть удивительно. Я так обычно косметикой никогда не пользуюсь, но я тут в виде масла попробовал такой экспериментик сделать, и в общем-то это так дало такой довольно-таки позитивный результат. Марга, а вот скажи, пожалуйста, по поводу зрения. Ты говорил, в прошлый раз у тебя садилось зрение? Да, это интересный момент, поскольку в прошлый раз, когда у меня было 16 дней, да и 14, это тоже, в принципе, зрение здорово подсаживалось. Но оно подсаживалось и улучшилось только с того момента, когда я начал пить. В этот раз произошла такая интересная штука. Я стал замечать тоже, что я стал видеть хуже вдаль. Но потом обратил внимание, что вот, когда читаю, то есть, я держал где-то книжку там на таком расстоянии, да. Потом я смотрю, что мне уже не надо на таком расстоянии держать, я могу ближе приближать. И даже как-то проснувшись утром, я прочитал текст на каком-то там баночке или тюбике абсолютно мелкий. То, что раньше было мне вообще практически, даже до того, как я начал вот этот отказ от еды, то есть зрение очень улучшилось. Причем как вблизь, так, в общем-то, и вдаль. Оно восстановилось сейчас вдаль. То есть сейчас у меня зрение, оно сначала немножко упало, а сейчас восстановилось и стало даже лучше, чем было до вступления в это состояние. Острота зрения Сатмарги меня изумляет, потому что вот сейчас я снимаю тот текст, который он читает на том же расстоянии, на котором сейчас от него находится камера. Рядом для сравнения размеров лежит спичечный коробок. Так что вы также можете проверить и свое зрение. А вот еще вопрос. Я знаю, что ты измеряешь давление регулярно, температуру, вес замеряешь. Что ты можешь сказать по этому поводу? Вес, конечно, падает, поскольку влага уходит. То есть потеряла где-то там в районе 7-8 килограмм. Сколько ты сейчас весишь? Сегодня я не взвешивался. В пятницу я весил 60 килограмм 500 грамм, по-моему, так. Я так все эти данные записываю, чисто для себя, и может, если кому-то будет интересно. Температура тоже интересна. Не то чтобы скачет, но она занижается. То есть по утрам просыпаешься иногда 35, 35,5. Сегодня даже походила, она все равно была такая не очень большая. Также я замеряю давление и вижу, что нет такой или увеличения, или уменьшения. Оно очень тоже хаотично и гуляет, тоже зависит и от нагрузки. В состоянии покоя абсолютно все нормально. Бывает немножко повышенный пульс. А нормально это что такое? У меня обычно давление 120/80 и пульс где-то так в районе 70. По утрам или когда лежу где-то 110, там, на 90 бывает. Но показатели очень разные, поэтому я измерял много раз, и каждый раз они то туда, то сюда, то есть скачут показатели все вот эти. Я так понимаю, что в состоянии покоя они повторяют те показатели, которые у тебя бывают, когда ты пьешь. Не всегда. Не всегда. Бывает, что я лежу в покое, а пульс под 90. Но это было несколько дней назад. Сейчас я обратил внимание, что пульс стал намного меньше. Хотя вроде после этого потока энергии я стал больше двигаться, оживать как-то, и по идее пульс должен учащаться. Такое ощущение, что как-то тело действительно очень сильно трансформируется, перестраивается к новому состоянию. И поскольку все это происходит не на насилии, не
в негативе, а на каком-то позитиве, доверии и таком легком любопытстве, то как-то тело становится вот гармоничным в этом состоянии без воды. Оно тоже, как ты через мозговую деятельность принимаешь, что вот воды нет и не будет на какое-то количество времени. Также и тело как бы отзывается, резонирует и говорит, не будет, не будет, не вопрос. И начинает чувствовать себя, в общем-то, очень неплохо. Уже вторая неделя, поскольку я с водой не контактировал, то тело немножко, скажем так, попахивает. Да? Но запах изо рта, вот когда обычно люди не пьют, не едят, ацетатные кризы, вот эти все, запах ацетона, это отсутствует. Что, в общем-то, показывает, что внутри там все уже стабилизировалось. И сейчас тело просто начинает привыкать к новому образу жизни. И более того, что в этой привычке оно становится все как бы укрепляется, укрепляется, укрепляется. Я не знаю, что будет еще дальше, я почему говорю, что сейчас начинается самое интересное, как вот будет дальше продолжаться, когда особенно зайдет за 16-й день. Но мне самому действительно очень это интересно, и я пока вот готов продолжать дальше с таким вниманием, радостью, удовольствием. Такой интересный опыт исследования. Пока я только нахожусь на позитиве, не вижу никаких негативных. И тело чувствую, что тоже отзывается не так, что чего-то оно там не хочет этого. Да. Я уж не говорю там про то, что там про еду какую-то, да, то есть она вообще такое ощущение, что ее даже не существует. Про воду вспоминаешь чаще, когда очень сильно пересыхает во рту. Сейчас, вот, поскольку я нахожусь не один, и больше у меня бесед происходит, разрабатывается все-таки как-то ротовая полость, не знаю. Потому что когда я был один и вел только репортаж с камеры, то очень рот не открывался, и во рту было, конечно, очень сухо. Сейчас как-то, может быть, через дыхание, не знаю, стабилизировался или разговорился просто. Может быть, такое тоже. Сегодня 15-й день. Самочувствие по отношению, например, к вчерашнему дню немножечко похуже. Но сегодня, правда, у нас такой ударный труд. Много работаем, бегаем, таскаем всего. По лестнице подниматься довольно-таки тяжело. Но, тем не менее, можно работать дальше. Потихоньку, не торопясь, с паузами, с перерывами. Вот. Солнечные ванны. Прекрасная погода, морозик небольшой. Примерно -7, -5. И солнышко. Красота. Белый-белый снежок. От 8 и 9, почти 60. И достаточно.
сегодня 16-й день. И этот день как раз относится к тому рубежу, к тому пределу, который я проходил в прошлый раз. В прошлый раз опыт отказа от воды у меня составил 16 дней. И в этот раз я просто иду дальше, посмотрим, что будет. Чувствую себя, в общем-то, неплохо, передвигаюсь, перемещаюсь. Состояние тела вполне удовлетворительное. Идем дальше. 17-й день. Новый шажок, новый рубеж. Зашел уже за грань своего предыдущего опыта. Потихонечку иду дальше. Пока все хорошо, состояние стабильное. Немножко остался язык, белый налет на языке. Слабость и вялость, она как-то гуляет. То она есть, то ее абсолютно нет. Я сегодня с утра довольно-таки много пробежался, поподтягивался, поотжимался. И при этом чувствовал себя вполне удовлетворительно. Сейчас вот идем гулять на озеро. Сегодня солнышко, просто грех не воспользоваться этим. Немножко погреться, побыть на нем. А сухость во рту есть? Сухость во рту есть, но она такая периодическая. Вот когда с утра встаешь, полностью, конечно, рот весь слипшийся. Потом как-то начинаешь, вот когда общаться, разговаривать, слюна начинает выделяться и смазывать горло. И к вечеру опять как-то такое состояние вязкости во рту. В общем-то, рот одно из самых неприятных переживаний. Остальное все, ни головных болей, ни каких-то слабостей, вялости, даже головокружения прошли. Я даже сейчас стою уже не так, как раньше, очень плавно. То есть довольно-таки. Ну, то есть веду сейчас обычный образ жизни, в общем-то. И ничто не показывает вообще, что я там не ем и не пью. Вот я даже удивляюсь своему состоянию, поскольку в прошлый раз я дошел до 16 дней, и, в общем-то, я начал пить не потому, что я плохо себя чувствовал, а потому, что что-то внутри подсказало, что пока хватит. Сейчас я изнутри такого голоса не слышу, я чувствую готовность идти дальше, и я не знаю, где пределы. Я, конечно, попробую 21 день не попить, скорее всего, я, наверное, на этом сроке закончу пока, так, из такой, в общем-то, подстраховки. Но мне кажется, что в таком состоянии можно находиться очень долго, не прекращая какой-то физической деятельности, общения, активности. Это вообще удивительно, и я удивляюсь этому сам, своему состоянию, своим ощущениям. Не знаю, как это объяснить, но это происходит, оно так есть. А ты еще говорил про мочеиспускание, оно у тебя стало меньше? Оно стало немножко поменьше, да, то есть, конечно, как-то, ну, дай бог, если раз в день, иногда там, может быть, раз в 2 дня, поменьше. А раньше как было? Ну, раньше там раза 2 в день, может быть, немножко. Ну, это где-то дня до 10-го, может быть, потом это все стало уменьшаться потихоньку. Вот нет никаких беспокойств, ни внутренних, ни внешних, нет ни страхов. Я как-то очень уверенно иду дальше, поскольку доверяю вот этой интуиции, состоянию. И делаю замеры на тонометре, меряю температуру. Да, температурка немножко подупала. Ну, просто я так понимаю, что для этого состояния это нормально. Давление практически абсолютно в норме. Марга, а что значит температурка подупала? Ну, где-то она так в районе, сколько я сегодня мерила, 30, утром была 35,8, где-то около 36. Но потом она в течение дня поднимается, где-то до 36,3. Дыхание очень стало замедленное, я заметил. Когда вот лежишь, ничего не делаешь, иногда понимаешь, что чуть ли не забываешь сделать вдох. То есть настолько вот как-то такое ощущение, что воздуху становится нужно меньше. Когда бегаешь, да, там, в общем-то, есть такая одышка, не хватает воздуха, когда есть физическая нагрузка. Но в состоянии покоя настолько все есть, что даже не знаешь. Особенно, когда есть солнышко, свежий воздух, это вообще фантастика.
чистой природы, бесподобной. А вот это вид на наш кемпинг. Виден водохол, баня, спуск, лесенка к озеру. Хулиганила. Вот, в принципе, живой, здоровый. На 17 дней без еды, без воды. Сегодня 18-й день. Самочувствие немножко похуже, чем вчера. Не знаю, с чем это связано. Очень большая сухость во рту. Тяжело работать. Ну, посмотрим, что будет дальше. Пока продолжаю. Сегодня 19-й день, опять полон сил и энергии. Вчера немножко подстух, но сегодня с утра встал, подвигался, побегал. Погодка отличная, двигаемся, катаемся на велосипеде, загораем в состоянии, ну, на 4 балла, может быть, маленьким минусом. Только что мешает одышка и сухость сильно во рту. А остальное все в пределах нормы. Обычный человек, несмотря что сегодня 19-й день без еды, без воды. Марк, а можешь показать свой язык? У тебя есть налет? Посмотри. Ну, вот такой, в общем, нормальный довольно язык. Ну, чувствуется во рту, конечно, не самое приятное ощущение. Ну, наверное, одно из самых неприятных, что осталось по физическому состоянию. Если не есть очень быстро, сейчас еще просто по снегу приходится ездить, и довольно-таки большая нагрузка. Если сейчас ездить по асфальту, по дорожкам, тут, правда, асфальта нету, а дорожки еще не растаяли, то вообще можно кататься. То, что гулять, бегать, это вообще не оговаривается даже. Это делать обязательно надо, двигаться. Даже если вы не едите, не пьете, двигаться надо обязательно, чтобы кровь циркулировала, прогоняйте все. Через дыхание выходит куча токсинов, шлаков, если они есть, конечно. А я думаю, они у вас еще есть. У матросов нет вопросов. Замечательно. Все понятно. Я просто вижу твое состояние и изумляюсь. Я сам вижу свое состояние и изумляюсь, наверное, еще больше. Но вчера немножко, конечно, подстух, подсдулся как-то, ничего не хотелось делать. И даже немножко как-то, ну, профилонил вчера, в общем, целый день, хотя и была работа. Ты же работал вчера. Да, работал, но работалось очень тяжело, конечно. Особенно в какой-то статической нагрузке. Нам приходилось держать листы фанеры, все это привинчивать. И на статике было очень неудобно работать. Мне как-то намного легче в динамике, там пробежечки, там катание. А вот какие-то такие статические нагрузки мне тяжелее.
это да. Индийские йоги, нет, русские йоги, кто они? Это с вами Сатмарга. Какой там 20-й день или 21-й день без еды и без воды? 19-й. 19-й еще только? А, ну да, 19-й. День без еды и без воды. Ну, здорово. Урок. Но разошелся не на шутку. Нет, сегодня действительно очень хорошо себя чувствую. Вчера как-то было не раскачаться, не заставить себя не побегать, не подвигаться. А сегодня встал с утра, пробежался, может быть сначала даже через силу, но потом энергия пошла опять. Важно включить краник этой энергии, а то мы часто умом не даем себе ей в себя войти. Лень, не хочется, как-то тяжеловато. Но если сделать один шаг, за ним второй, и постепенно пошел, побежал. То есть вы этот процесс, когда вы ничего не едите, но продолжаете жить полной жизнью, вы изменяетесь и на физическом плане, и на внутреннем. Все меняется, мир меняется. В таком состоянии не хочется ни воевать, ничего. Хочется просто любить и жить. Чего и вам желаю. День 20, уже близко финал, финиш. И как-то даже немножко грустно, что все это скоро закончится, но с другой стороны, уже ум начинает крутиться, ожидать порции водички. Но последние дни, они обычно всегда такие более умственно загруженные, когда ты знаешь, что что-то заканчивается, все больше и больше этого хочется. Сегодня последний день, 21 день воздержания от воды, от еды. Сейчас я еду в ближайший город сдать анализы крови, поскольку я сдавал анализ крови перед началом. И сейчас также буду сдавать анализ крови, чтобы посмотреть, как она изменилась, ну и сделать какие-то интересные для себя, может быть, выводы. Посмотреть, что происходит в организме человека. Все-таки 21 день без воды — это такой срок, ну, как мне кажется, не маленький. Ощущение такого некого ожидания уже начинается, что скоро начну пить воду. Жажды как таковой нету, ни голода, ни жажды. Состояние тоже вполне сносное, как видите, даже могу вести машину. И разговаривать при этом. Так что, когда говорят, что человек умирает через 5 дней или там, через 7 без воды, не верьте. Но опять-таки, это если у человека, конечно, чистый организм, поскольку если человек сильно зашлакован, вполне вероятно, что он может столько и не прожить. В принципе, я бы мог идти и дальше абсолютно. Но, если честно говоря, просто, ну, так, пососкучился по водичке. Вес падать перестал. То есть, ну, как дошел где-то там до 58 килограмм,
Ну, там, может быть, какие-то уже граммы, но это уже весы так особо не улавливают. Но это и не важно. Главное по самочувствию, по стабильности состояния. Вот я заметил за все эти периоды, что самочувствие, оно получается таким плавающим. То ты чувствуешь себя очень хорошо, то бывают спады. Но не надо зацикливаться ни на одном состоянии, ни на другом. Поскольку, ну, наверное, зависит от каких-то факторов, там, например, даже от той же погоды, от того, какая физическая нагрузка, сколько времени ты провел на свежем воздухе или дома. Я заметил, что дома, ну, воздух, он даже вот вроде живя за городом, и там форточка открытая, но все равно воздух намного суше, чем вот на улице. И это ощущается, ну вот, можно сравнить, как ты ладонью чувствуешь воду, теплую и холодную. Что ладонь находится на воздухе или в воде. Также и организм, он уже начинает быть очень чувствительным к процентному содержанию влаги в воздухе. Ну и видно, что тело так трансформируется. Запахи стали чувствоваться очень тонко. Ты говорил, у тебя сердце перестало биться. Да, интересный момент, что ну, где-то в середине этого срока, ну там даже дня, наверное, 7-го, довольно-таки сильное было сердцебиение, даже без нагрузки. То есть оно так прокачивало, видно, загустевшую кровь. Вот сейчас оно бьется абсолютно нормально. Одышка, конечно, остается при больших физических нагрузках. Вот. Но сердце, если бьется после нагрузок, быстро успокаивается. И в обычном состоянии очень легко и комфортно. То ли сердце накачало мышцы, то ли кровь стала жиже. Я не знаю, чем это определить, понять. Но поскольку внутрь не залезешь, тут конкретно ничего не скажешь. Поэтому я хочу сделать анализы крови, чтобы понять вообще, что происходит с человеческим организмом. Это мы выехали из финского роуминга, и телефон об этом сигналит. Вот. Так что если какие-то медики заинтересуются исследованием состояния человека на длительных сроках без воды, я уже не говорю без еды, я всегда готов к сотрудничеству, к обследованию, я готов к общению, предоставить это тельце на исследование. Я думаю, это будет интересно и для медицины, и для науки. По крайней мере, я не встречал каких-то данных ни в интернете, нигде по анализам там, крови, мочи. Прошел 21 день, который Сатмарга провел без воды. Это очень интересный опыт, и, конечно, хочется задать Сатмарге несколько вопросов. Марга, вот скажи, пожалуйста, 21 день без воды. Это такой серьезный срок. Как вообще к нему можно подойти? Что нужно в качестве подготовки? Ну, конечно, надо к таким срокам подходить постепенно, шаг за шагом, не торопясь, не рвя жилы, не насилуя себя. Главное — постепенность. Начинайте с небольших сроков, просто постепенно их увеличивайте. Можете делать цикличные отказы от воды, то есть, например, день пьете, день не пьете, день пьете, день не пьете. Или 2 дня пьете, 2 не пьете. И так далее.
И переходите на следующий шаг, когда вы утвердились уже в том состоянии, что, вот, например, 5 дней без воды абсолютно нормального нахожусь. Замечательно. Потом уже можете идти там дальше, там 7 дней. Чтобы не было насилия над организмом, чтобы не было у вас каких-то мучительных состояний. И, конечно, обязательно чиститесь перед этим, поскольку зашлакованный организм, он будет реагировать на отказы от еды, от воды, и вы будете мучиться и головными болями, и тошнотой, и будет такое, как состояние похмелья. Поэтому обязательно чисточки, постепенность, не торопясь, вы успеете. И этот опыт, 21 день, он слегка, конечно, уже экстремальный, и это только мой опыт. У вас может быть совершенно по-другому. То, что я себя чувствую хорошо, это не показатель, что у вас будет то же самое. Поэтому я вот рекомендую, что если вы почувствовали, что состояние ухудшилось, ну, можете на этом ухудшенном состоянии еще протянуть денек-второй, но потом потихоньку выходить. Потом лучше в следующий раз сделайте еще, чтобы у вас был такой позитивный настрой, и в следующий раз вам хотелось этого сделать, и это не было каким-то мучением или страданием. Чтобы это состояние было легкое и комфортное. Да, будут, конечно, какие-то отклонения, но это всяко так бывает. Даже когда вы заболели, в принципе, болезнь — это уже процесс выздоравливания. И отказ от еды — это тоже, можно сказать, процесс выздоравливания, поскольку вы и чиститесь, и телом, и душой. И я с вами просто делюсь той возможной гранью, как оно возможно. Протаптываю дорожку, по которой другим будет легче идти. И главное, не гонитесь за рекордами, делайте все внимательно. Марго, а ты эту дорожку планируешь топтать дальше, скажи, пожалуйста? Да, я как-то очень заинтересован идти дальше, поскольку этот был опыт интересный, и поскольку он проходил так легко, конечно. Тем более были опыты там 7 дней, и 14, и 16, вот сейчас 21 день. И в принципе можно было идти дальше, ну, просто решил, что пока хватит. Достаточно пока 21 дня, хотя внутренний задел был очень большой. То есть я понимал, что еще можно это не пить. Было, конечно, да, такое скучание немножко по водичке, но когда я начал пить, и буквально в первый день выхода выпил, наверное, 1,5 стакана воды там в течение часа, я понял, что я уже не пить ничего не хочу. И даже как-то так думаю, ну, может, и зря это надо было дальше. Вот. Но тем не менее, как оно есть, принимается. И раньше мне казалось, когда вот начал отказываться от еды, что 40 дней без еды — это что-то нереальное, это фантастика какая-то. Тем не менее, также постепенно я дошел до этих сроков, и было и больше 40 дней у меня. Это абсолютно нормально. То же самое и с водой. Тоже раньше мне казалось, что 21 день — это фантастика. После 16 дней я думал, ну, в следующий раз сделаю дней там 18. Но когда в этот раз я сделал 18 дней, я понял, что практически ничем не отличаются. 16-18 уже дней. Ну и думаю, дойду уже до 21 дня. Поскольку я особо не планировал эти 21 день, но так подразумевал их. Ну и, в общем-то, я доволен, что я подошел к нему. И еще одна ступенька пройдена. Еще одна граница открылась. Ну, вообще все границы у нас, конечно, больше в голове. Это наши мысли, страхи, сомнения. И также эти границы и существуют и в теле, в виде шлаков, токсинов, загрязнения. И они проявляются, когда вы отказываетесь от еды, от воды. Они просто начинают выходить и заявлять очень громко о себе. Но это процесс чистки, без этого никуда не деться. Марго, ну скажи, пожалуйста, я так понимаю, что тебе было не очень тяжело в этом процессе. Да, на удивление все шло гладко, хорошо все прошло. Были подъемы, были спады, такой волнообразный был процесс. Но в общем состояние было очень неплохое. Я даже, честно говоря, не ожидал. И некоторые разы я просто действительно очень искренне удивлялся, насколько вот столько дней без воды, и я чувствую себя абсолютно нормально. Для меня это было даже как-то удивительно. Хоть я
Ну, может, был готов, что будет как-то немножко похуже, 21 день, все-таки так это большой срок, но тем не менее все прошло замечательно. И я хочу сказать, что с каждым разом это проходит все легче и легче, конечно. Это как тренировка в спортзале. Тренировка и трансформация. Трансформируется тело, оно начинает потреблять больше влаги из воздуха окружающего, через дыхание, приспосабливаться к новым условиям, открывать себе новые резервы, возможности. Отмирают старые больные клетки, то есть тело оздоравливается. И, конечно же, душа. Дух, душа, то есть это все становится очень таким тихим состоянием, в состоянии принятия и благости. Почему я всегда рекомендую идти в эти отказы с таким чистым открытым сердцем и немножко прикрытым умом, чтобы вы чувствовали тело, душу, и все это развивалось, трансформировалось. И также я пойду дальше, потому что мне интересно, что там, где вот эта грань. Многие люди, я слышал, что говорят, что они не едят, не пьют. Без еды, в принципе, вопрос такой более-менее понятный, но без воды для меня было вот еще как-то довольно-таки тяжело. Но сейчас я понимаю, что действительно, может быть, и можно существовать и без воды. Но, конечно, тело надо отстраивать, трансформировать. А вот после выхода из сухого голодания, как взаимодействовать с водой? Как пить, сколько пить? Можешь пару слов на этот счет сказать? Да, когда вот вы только-только начали пить, делайте глоточек, и этот глоточек делите еще на несколько глоточков. И когда влага начинает в вас проникать, будьте с ней как бы в одном поле. Чувствуйте ее, как будто она живая. Как будто вы обнимаете близкого друга, человека. Чтобы это был не механический процесс, а такое принятие воды с любви, благодарностью, с любовью, с благодарностью. И не старайтесь сразу выпить очень много. В течение дня можете вот растянуть, даже в первый день вам литра достаточно будет. Потом можете немного увеличить количество. Как правило, обычно 30 грамм на килограмм веса, как вот рекомендуется. Доходите до этих норм. Вот. И, конечно же, если у вас были более-менее длительные сроки воздержания от воды, то старайтесь почти такой же срок и выходить. Постепенно можно в водичку добавлять немножко сока. У каждого это своя история. На 3-й, на 5-й день, смотря сколько вы находились без воды. И также, в принципе, и с едой. То есть, когда вы едите, старайтесь есть тоже очень тщательно прожевывать пищу, в общем-то, глотать не куски, а то, что вы переживали вместе со слюной. Поскольку в желудке у нас зубов нету, и вы этим пережевыванием очень способствуете его и здоровью, и максимальному усваиванию пищи. И пейте и ешьте всегда очень осознанно и внимательно. Не так, что вы смотрите телевизор или читаете газету и в это время что-то лупите. Вот прикасайтесь к этому моменту, или к глотку воды, или того, что вы вкушаете. Будьте полностью именно в этом процессе. Тогда это открывается совершенно с другой стороны. Это не механическое действие, а это действительно какое-то вкушение, ощущение благости, жизни. И это очень красивое взаимодействие. Марга, какие-то еще рекомендации ты можешь дать тем, кто пойдет по твоей дорожке? Очень важна поддержка близких, семьи, друзей, единомышленников. Потому что если вы, например, дома начинаете не пить, и там на вас смотрят косо, и все время вам что-то высказывают, друзья крутят пальцем у виска, то в таком состоянии немножко, конечно, приходится напрягаться. Поэтому, если есть возможность, или будьте в кругу единомышленников, или уединяйтесь, или приезжайте в такие места, вот как у нас, или есть еще много мест, где проходят отказы от еды, от воды. Поэтому очень важна поддержка, и я также приношу благодарность всем тем, кто, когда я написал ВКонтакте, что я на 16-й день, что я не пью,
пошло очень много откликов, и я признателен за вашу поддержку, потому что вы действительно помогали, чувствовалась такая искренность и сердечность от ваших слов. После отказов от еды, от воды, очень легко переходить на другую еду. После того, как вы воздерживались от пищи, можно отказаться от мясного, от вареного, ну, от молочного. Это у кого какой запрос. Я не призываю ни к сыроедению, ни к вегетарианству, ни к сокоедению, ни к праноедению, ни к бритарианству. У каждого свой этап, своя пока ступенька, свой класс. Он проходит свой урок. И очень часто люди, которые перешли там на сыроедение, очень негативно относятся к тем, кто, например, питается мясом. Их называют там и трупоедами, и падальщиками, и как только не называют. И в этом столько негатива. В общем-то, люди идут немножко вверх по своему сознанию, по повышению вибраций, и тут идет такой сброс негатива. Это такие же люди, как и вы, и когда-то вы тоже так питались. И я также питался. Я питался всем, что шевелится, все, что движется. И все это происходит само собой, постепенно, без всякой агрессии, без принуждения, без попытки показать как-то себя. Оно происходит очень мягко и естественно. Вот старайтесь, чтобы у вас было открытое сердце. Да, кто-то еще находится на другом режиме питания. Вы можете просто им помочь, как-то объяснить, но опять-таки очень мягко, ненавязчиво. Просто если они увидят, что насколько вы открытые, искренние, чистые, они сами к этому потянутся. Но если они будут видеть в вас агрессию, злость и негатив, они скажут, зачем нам это надо? То есть вы являетесь проводниками вот этими. Поэтому старайтесь к окружающим относиться с большей любовью и снисхождением, может быть. Ведь десятиклассник не призывает к агрессии там, на пятиклассника, который там, не знает то, что знает он. Мы проходим школу, уроки, опыт свой. Это очень важно, чтобы вы были в позитиве. И когда вы в таком позитиве не едите, прислушивайтесь к своему организму. И старайтесь прислушиваться не из знаний, а интуитивно, больше такими ощущениями. Можете разговаривать со своим телом. Очень тихо, ненавязчиво спросите, чего оно хочет, как оно себя чувствует. Если в этот момент вы будете в такой состоянии медитации, вы услышите, как оно вам отвечает. Что оно хочет, что ему надо, что ему не надо. Очень часто продукты ведь отпадают сами собой, не потому что они вредные или какие-то, и вы об этом услышали, а потому что тело просто их не хочет. Оно с ним просто не резонирует, вносит некий диссонанс. Тело просит той пищи, которая больше резонирует в данном моменте времени. Поэтому прислушивайтесь к нему. Если не будете прислушиваться, оно потом будет вам кричать, но этот крик — это уже болезнь, это сигнал. Также интересно, что когда длительное время не ешь, не пьешь, вокруг тебя создается такое некое поле сытости. Ты как бы начинаешь его излучать или звучать им, как колокольчик какой-то, я не знаю. Мне об этом, в общем-то, сказали другие люди. Я сначала даже не понимал, о чем они говорят. Когда они к нам сюда приезжали, и здесь проводим тоже так же, помимо медитации и семинаров и ретритов, отказы от еды, они говорили, что очень легко не есть. И я понял, что на самом деле ведь у меня чувства голода уже давно нету. И вот это состояние, просто оно как бы начинает разливаться, и другие просто к нему прикрепляются. И им легче в таком состоянии проходить какие-то практики. Голод — это у нас больше такая память об удовольствиях. Это же наш голод — это привычка, зависимость, часто просто проецируемая в голове. Я помню, что что-то было вкусненько, я это вспомнил, захотел, в животе заурчало и пошел. Процесс, и ты думаешь, что ты хочешь есть. Если у тебя внимание туда не направлено, то
чувства голода вообще нет. Потому что мне когда говорят, ты голодаешь, я говорю, ребята, нет, я не голодаю, это вы голодаете, вы постоянно есть-то хотите. Поэтому тут все переворачивается с ног на голову. Получается, что не я голодающий, а голодающий тот, кто постоянно хочет есть, кто питается. Также касается и воды. То есть вода — это тоже память о каких-то дискомфортных состояниях во рту, там, сухости, и попытка этого избежать. И мы сразу начинаем пить. Но с этими состояниями тоже можно взаимодействовать, наблюдать их, работать. И потом они тоже становятся вполне естественными. И процесс отказа и от еды, и от воды идет очень мягко, гладко. Конечно, надо все это делать, опять я говорю, на позитиве и в принятии. Представьте, что, вот, например, воды на всей планете на определенный срок просто нет, она исчезла. Вот какой вы себе срок заявили, представьте, что на этот срок вся вода исчезла с планеты Земля. И вы с этим ничего не можете поделать, и вы можете это только принять. И в этом принятии идите в этот процесс. Но, конечно же, идите туда без фанатизма, без насилия и слишком большого усилия. Поскольку эти процессы могут начать вас разрушать, когда вы идете через силу, через «я сделаю», «даешь», вот на таком на фанатизме. Нет, прислушивайтесь к своей интуиции, повышайте свои вибрации и верьте в то, что происходит, в позитиве, благости. Марго, а ты можешь пару слов сказать по поводу того, вот, как ты себя чувствовал в процессе, да, там, какие были ощущения, какие давление какое было, температура, там, чувствовал ли ты слабость, как у тебя сердце работало, вот такие физические ощущения? Ну, как я говорил уже, были и пики, и спады. И, конечно, когда начинаешь отказываться от воды, сначала очень сильно загущается кровь, появляется одышка, очень сильное сердцебиение. И сначала такие чувства дискомфорта есть. Но это вот когда у тебя уже чистое тело, потому что если тело еще грязное, то к этому добавляются еще и головная боль, тошнота и многие другие неприятные симптомы, о которых я говорил раньше, и которые я предлагаю вам избежать. Давление у меня, в принципе, было практически нормальное. Немножко гуляло туда-сюда, но без каких-то больших отклонений. Сердце сначала стучало очень сильно, но день на 17-й, по-моему, я заметил, что оно абсолютно успокоилось. То ли оно просто за счет того, что оно прогоняло густую кровь, набрало некую тренированность и наработало свои мышцы. Может быть, тело стало больше впитывать влаги через кожу и через дыхание, и тем самым разжижая кровь. Я не знаю. Но факт остается фактом, то есть сердце успокоилось, и меня, в общем-то, это порадовало, потому что прошлый опыт у меня закончился, когда, то есть сердце все равно еще продолжало сильно довольно-таки биться, и оно успокоилось, когда я начал пить воду. В этот раз получилось иначе, оно успокоилось еще до того, как я начал пить воду. Температура в процессе понизилась, и в конце она где-то составляла 35,5-36,2 градуса. Я также каждый день замерял. При физических нагрузках, поскольку я тут на кровати не валялся, а, в общем-то, бегал и подтягивался, и отжимался по возможности, была одышка. Но она также быстро, в общем-то, проходила. И, конечно, движение очень важно. Весь этот мой цикл, то, что я делал, этот отказ от воды, он проходил практически в движении. Иногда, когда были сильные спады, я пропускал. Потому что, чувствую, сегодня как-то не надо. Вот. Но зато на следующий день я понимал, что у меня опять пик, опять у меня как будто вставили батарейку, и опять полон сил и энергии. Вот это удивительное, конечно, состояние. Вот. И когда я делал анализ крови, второй раз, первый раз я делал в начале процесса, и второй, последний день, кровь, врач не мог практически его набрать, поскольку она почти не шла. То есть он делал несколько уколов, там нескольких пальцев, но кое-как набрал. Ты сегодня вот второй день пьешь, как ты себя чувствуешь? Есть разница? Какие ощущения? Я говорю, что замечательное самочувствие, то есть такое ощущение, что как будто этого процесса и не было. То
То есть настолько быстро. Еще вот иногда, я часто когда говорю, сухость во рту возникает. Я потихонечку вот попиваю водичку. Вот. Но это стабилизируется, и самочувствие великолепное. Тем более, что я не планирую дальше есть. То есть отказ от воды закончился, но отказ от еды еще не закончился, и он будет продолжаться дальше. Сколько, я не знаю. То есть я это не планирую, это уже, что называется, не мое дело. Когда почувствуешь, что надо есть, может быть, до конца поста. То есть, в принципе, весь этот процесс у меня был подведен к Великому посту. И, конечно, это не в качестве некой диеты, да, или очищения организма. Все это было все вместе. И состояние, и очищение тела, то есть чистится тело, чистится дух, душа. Все это идет совместно. Поскольку посты вещи вообще очень хорошие, я всегда их рекомендую. Марго, очень много людей задает вопрос. Опыт экстремальный. 21 день не пить, это, я не знаю кто, я не слышала о таких опытах. Скажи, пожалуйста, вот зачем тебе это надо? Вот это не питье, не еда, прорубь, гвозди, иголки, то есть вот такие всякие экстремальные вещи. На самом деле, по-моему, кто-то 21 день не пил, это даже зафиксировано. Я не знаю. Многие люди говорят, что они не пьют, так что это тоже все может быть. Но зачем мне это надо? Во-первых, у меня идет такой процесс исследования. Исследование себя. Исследование себя как тела, как духа. И процесс не просто исследования, а процесс еще и трансформации. В этих всех неких опытах и попытках что-то выяснить идет такое как расширение сознания, что ли. Расширяются возможности тела, расширяется сознание. У тебя появляется больше свободы. Ты уже не сидишь, не из клетки выглядываешь, на все эти вещи смотришь, а ты сам это пробуешь и идешь все дальше и дальше. Посредством всех этих опытов произошло освобождение от привычек, от обусловленности, от страхов, от стрессов. Очищается душа, очищается тело. Появляются совсем другие вибрации. Это очень похоже, как гусеница трансформируется в бабочку. Сначала она ползает, жрет, ест листики, поедает все, что попадает ей в зубы, отгрызает, двигается. То есть у нее жизнь — это еда. Но потом она попадает тоже в некое такое состояние, можно сказать, уходит в ретрит, перестает есть, пить, окукливается. И через какое-то время она трансформируется совершенно в другое состояние. У нее совершенно меняется тело. Это та же самая бабочка. Но она уже другая. Она свободна, она может перемещаться, летать. Ей не нужны уже эти листья. Она пытается маленькой толикой нектара, пыльцой. И что-то похожее, я чувствую, происходит и в этом теле, и в душе. Обостряются ощущения окружающего мира. И 5 органов чувств, которые у нас есть, они как-то очищаются, становятся шире, более чувствительными. Очень сильно обострилось обоняние, улучшился слух. В процессе, пока я был без воды, как ни странно, у меня улучшилось зрение, потому что прошлый мой опыт, когда был, у меня зрение ухудшилось. В этот раз тоже сначала зрение ухудшилось, но потом на какой-то день я взял какой-то там мелкий текст, и я понял, что я читаю абсолютно его нормально. Я вблизи уже как бы плохо видел, а тут я смотрю, я вижу текст, в общем, довольно-таки близко. Меня это очень удивило. Посмотрим, как это будет дальше. Все эти чувства обостряются. И, конечно же, нельзя забывать, что у нас, в принципе, поскольку есть зрение, слух, запахи, тактильные ощущения, но также и вкусовые ощущения. Поэтому я никогда не призываю там полностью отказываться от еды, и сам, в общем-то, не собираюсь. Иногда можно взять там листик салата. Весной сейчас пойдут почки елок, сосенок. Это вообще очень вкусное. Но этого не надо есть там ведрами, лоханками, там, салатницами, кастрюлями.
сковородками. Достаточно просто не есть, а вкушать, прикасаться. Вот как вы же когда нюхаете розу, вы поднесли ее к носу и очень аккуратненько ее так нюхаете. Вы же не запихиваете ее полностью в нос. Так же и с едой. Вы можете не есть, а вкушать. Просто чувствовать этот вкус еды. И этого достаточно. Но это когда уже идет такой некий переход. Когда у вас есть некий запрос на смену режима питания, или там частичное, или малоедение, или какие-то другие режимы. Вы понимаете, что еда это уже не некая потребность, а некое наслаждение жизнью. И в этом обострении чувств ощущение потока жизни в каждом мгновении усиливается. Наверное, иногда, чтобы что-то больше оценить, надо этого лишиться на какое-то время. Вот, может быть, за этим я всем этим и занимаюсь. Но это то, что касается еды. Это все опытов интересных очень много. И прорубь, и гвозди, и стекла. Это все жизнь, это все проявление жизни. И я ее исследую без фанатизма, с любопытством ребенка, который исследует этот мир. Может быть, я не доисследовал это в детстве, не исследую это сейчас. Не знаю, когда и чем закончатся все эти исследования, но пока все замечательно, я избавился от многих болезней, чувствую себя великолепно. Что такое врачи, я вообще уже забыл. Состояние просто на 5 баллов. Чего я вам желаю, и если вы будете приобретать некий свой опыт, также делитесь им, ведите за собой других, несите светильник дальше. Марго, спасибо большое.